Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подписаться. Тем самым поможете моему продвижению. В сегодняшнем выпуске я хочу начать строительство бани, который проект такой бани не показывался в моих роликах, в моих выпусках. И я думаю, мало кто видел вообще такую баню. Из-за этого я ее решил вам показать. Ко мне поступил заказ, мы с заказчиком все обсудили, утвердили, то что ситуация у нас по строительным материалам критическая, так как цены растут. Мы оперативно заключили договор, и я по максимуму сделал закупку материалов, что не отразилось. Да, удорожание бани произошло очень существенное, но заказчика это не оттолкнуло от заказа, и он заказал баню мне. Сейчас мы будем приступать к строительству, друзья. Предлагаю приступить к просмотру. Ребят, напилил две длинные доски по 5 метров 80 сантиметров и три доски по 2 метра. По наружной части будет размер бани 7 метров. И у нее будет, забегая вперед, скажу, неординарная задняя стенка, она будет с закруглением. Друзья, а сейчас хочу ответить на несколько часто задаваемых вопросов. Первый вопрос: что с домом для многодетной семьи? Второй вопрос: что с Андреем? Третий вопрос: для чего второй канал? Отвечаю: что с домом для многодетной семьи? Как некоторые работы, которые я показываю по этому дому, не так часто, не в небольшом объеме, вам не интересно, вы их не смотрите. В связи с этим я буду копить материал, и когда накопится уже полноценный материал, что можно будет вам показать, я буду показывать. А так, если кому интересно, что происходит, какие там мелкие работы проводятся, то можете перейти ко мне на канал на Яндекс.Дзене и там все посмотреть, если вам это интересно. Надеюсь, на этот вопрос ответил, а то много людей, не то что много, а то есть некоторые комментаторы, которые, как правильно сказать, наверное, начинают хамить, но это не совсем красиво. Вот, все это переходит даже в грубую форму. Не совсем красиво, не совсем корректно так общаться. Я просто-напросто даже не смотрю, не отвечаю на такие комментарии, не ведусь на провокацию, скажу так. Второй же вопрос, давайте отвечу на него. Это сначала отвечу на вопрос, для чего второй канал. Смотрите, получается, что если я начну показывать лайфхаки, поделки, самоделки на этом канале, вы их смотреть не будете, они вам не интересны. Этот канал больше относится к строительной тематике и к помощи, к социальному контенту. Вот здесь же он и будет показываться, какая-то часть будет показываться постройки, и если будет показываться будет делаться какая-то помощь людям, я это тоже буду показывать. Вот, а так специально для поделок и самоделок я сделал отдельный канал. Тема очень интересная. Если вам это интересно, можете перейти, подписаться. Я ссылочку оставлю в описании. Вот, есть очень забавные варианты. Вот, допустим, крайний выпуск был
с бутылкой, как можно, что можно сделать из обычной пластиковой бутылки. Можете перейти тоже посмотреть, если вам это интересно. Я вам буду за это благодарен. Друзья, собрали основание из тех досок 50 на 150, которые я говорил, что у нас 2 доски используются по 5,80 и 3 доски по 2 метра. Дальше мы на это основание смонтировали лаги. Лага используется уже доска 40 на 100 миллиметров. Вот, закрепили их на уголки металлические. Вот, и сейчас уже будем монтировать вот в таком ключе доски с двух краев для направления стен. Сюда уже будет опираться доска также 40 на 100. Будет она опираться как стена. Вот, сейчас дальше процесс покажу. Ну и самый такой вопрос, что с Андреем? Забегая вперед, скажу, что мне абсолютно все равно на этого человека, что с ним происходит и как. Мне самое главное, чтобы с моим домом, с моим имуществом, да вообще с моими окружающими все было нормально и спокойно, чтобы этот человек туда не лез. А так, в принципе, с катертью дорога, вали на все 4 стороны, как бы это грубо не звучало. Хочу, конечно, огромное спасибо сказать вам. Вы многие пишите мне в директ, в комментарии, пишите под выпусками, что видели его там-то, был он в таком-то виде. Вот, как бы понеслось это, видели его в Липецкой области, и потом понеслось, что Краснодарский край, где-то его даже забирала полиция, но он как-то умудрился сбежать. Поверьте, это его право, это его жизнь, жизнь его ребенка, его девушки, жены, сожительницы. Вот это они сами выбрали этот путь. Так пусть они сами этим путем и идут. Сейчас мне много сообщений приходило, что он находился в Крыму. Даже там некоторые были, что засекли, где он зашел, где сел в троллейбус, где вышел в троллейбус. Все обращают внимание, что, к сожалению, он какой-то не совсем, вид у него не совсем здоровый, что ли, как-то в таком ключе. Но это его право, если у него что-то его беспокоит, он может обратиться в больницу и так далее. Опять же, по поводу уголовного дела, он бегает, пусть бегает, в любом случае настанет тот момент, когда он предстанет перед судом. Я как бы не тороплю, не торможу это. Как бы все, что от меня требовалось, я сделал, я подал заявление. Следователь довел до завершающей точки. Но в последний момент он просто-напросто решил сбежать. Но это его право. Как бы его дело, он малолетнего ребенка потащил за собой, пожалуйста. Вот, а на этом давайте, я думаю, поставим точку и просто-напросто не будем больше вспоминать о нем. Я надеюсь, своими ответами я вас успокоил, что, зачем и почему. Как бы, если вас интересуют какие-то еще вопросы, пишите, буду периодически отвечать. Ребят, сейчас основание выровняли по нивелиру. Чтобы возводить стены, нам нужно, чтобы у нас основание было в горизонте. По нивелиру мы выставили угловые точки и в середину. Все у нас сейчас в нолях, в уровне. Сейчас будем приступать к возведению уже стен. Друзья, поставили 2 угла. Сбил их из 2 досок, как и должно делаться. Такой вот буковкой Г.
Вот здесь вот видно. Вот буковкой Г сбил. Вот здесь поставил доску просто одинарную, потому что у нас здесь пойдет еще стена закругленная. И соответственно, чтобы у меня была полноценная стена, я положил сверху доску на 2 опоры, получается, там на угол и здесь на доску. И соответственно, сейчас, не знаю, особо, наверное, не видно, доска от собственного веса прогнулась. Если мы будем снимать размер именно в таком положении, то мы ошибемся и крыша у нас будет кривая. Чтобы у нас был размер четкий и правильный, нам нужно просто-напросто поставить доску на ребро, как вот выполнено с этой стороны. На ребро ставим, доска стоит жестко, и мы снимаем все четко размеры на 2 стороны. Когда сейчас установим стеночки, я вам все покажу. Ребят, ну что, каркас у нас готов. Сейчас мы затягиваем гидроизоляционной мембраной. Как вы можете видеть, каркас полностью готов. И он обработан огнебиозащитой. Вот, как вы можете видеть, задняя стенка у нас будет закругленная. Таких бань я еще не показывал. Я думаю, вам всем будет интересно, как будет выглядеть баня в конечном результате. Вот сейчас работаем. Друзья, в этом выпуске вы увидели, как возводится каркас. Частично вы смогли посмотреть на гидроизоляционную мембрану. По каркасу я постарался объяснить все моменты. Если же остались какие-то моменты непонятные, пишите комментарии. В следующих выпусках я обязательно отвечу на ваши вопросы. И также я постарался ответить на вопросы, которые больше всего вас интересуют. Я думаю, что ответил в полном объеме. А на этом наш выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, всех благ, крыши над головой, крепких домов. Если хотите узнавать, что у меня происходит в первую очередь, подписывайтесь на мой инстаграм, друзья. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.